Приветствую вас, дорогие друзья. Усаживайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания. Герои этой истории попали в ситуацию, из которой немногие выходят живыми. Случилось это отчасти из-за глупости, а частично из-за сильного азарта молодых парней. Но благодаря случайности и странному поведению одного дикого хищника, эта история завершилась не так, как должна была бы закончиться. Ребята до сих пор не понимают, почему этот случай произошел именно с ними и как такое вообще возможно. Произошло это в феврале 1983 года. Два школьника решили прогулять уроки и пойти вместо занятий кататься на санках. Ребята жили в деревне, вокруг которой располагалось много деревьев, растущих на высоких склонах. Мальчишки надели шубы, взяли портфели, снарядили санки и направились как можно дальше от своих домов. Дойдя до места, друзья выбрали самый высокий склон с трамплинами и выездом на открытую местность, чтобы при спуске не врезаться в какое-нибудь дерево. Спуск с горы вел прямо на замерзшую речку, но это парней не смутило. Около часа ребята катались в свое удовольствие. Неподалеку проходила заснеженная дорога, по которой гуляли люди и ездили редкие машины. Но народ мог лишь слышать веселый смех катающихся школьников, от посторонних взглядов детей закрывали деревья. Вскоре мальчишкам надоело кататься поодиночке, они решили сесть на санки вдвоем. Один забрался в них сразу, а второй, хорошенько разогнавшись и оттолкнувшись от снега ногами, сел прямо на него. Санки помчались вниз, но когда ребята буквально вылетели на речку, лед под ними не выдержал, и парни провалились под воду. Один из них вспомнил, что отец его когда-то предупреждал: при такой температуре человек может прожить чуть больше 15 минут. Выбраться на поверхность не получалось. Мальчишки отчаянно работали руками и ногами, при этом звали на помощь так громко, насколько хватало сил. Они надеялись, что люди, идущие по дороге, их услышат. Но вышло все иначе. Через 3 минуты школьники заметили вдалеке большую собаку. Она бежала прямо на них. По мере приближения животного ребята поняли, что к ним приближается волк. Зверь подошел к краю ледяной ямы и стал принюхиваться. Затем он схватил одного мальчика за шиворот шубы и стал тянуть на себя. Благодаря этому парню удалось вылезти из воды, не обращая внимания на волка. Мальчик стал тянуть руки своему товарищу. Он довольно быстро вытащил друга на безопасный берег. Когда парни пришли в себя, то волка уже рядом не было. Они были очень удивлены, так как думали, что хищник прибежал на их крик не помочь, а чтобы съесть двух беззащитных мальчишек. Ребята поспешили выйти на дорогу, где им удалось сесть в проезжавший мимо грузовик. По пути водитель напоил их горячим чаем из своего термоса и дал походное одеяло, чтобы парни могли укрыться, пока машина не доехала до их деревни. Родители их ругали не слишком сильно за то, что их дети прогуляли школу, а вот за катание около незнакомой речки и испорченные шубы они получили по полной программе. Что касается волка, то его поведение так никто и не смог толком объяснить. Старые люди считали, что эта душа погибшего родственника одного из мальчишек пришла к ним на помощь. Скептики же утверждали, что парни просто наврали, чтобы привлечь к себе внимание. А вот местный учитель биологии предположил, что из-за того, что на школьниках были надеты шубы, волк принял их за своих щенков или просто сородичей, поэтому зверь бросился на помощь ребятам. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч!